15 минут перестает кашлять, и в принципе, вот если все это вовремя схватить, не затянуть, то есть процесс вот этот прекращается. И кроме того, профилактика, да, также простудных заболеваний и пневмонии, и все. Если все-таки это пневмония, уже мы ее получили, заработали, все равно в комплексной терапии обязательно тогда применять полимедел. Это ускорит давление, усиливает кровоток легких, нам становится легче дышать, и, естественно, отсюда все вытекающие отсюда последствия. Поэтому тоже смело тут все, что касается легких бронхов, смело применяйте. Да. Еще, я вот, на себе не испытывала, не было такой возможности. Но люди говорят, кто храпит, да, когда вот тоже, если человек храпит на грудь, ему положить полимедел, то вот или храп становится не такой интенсивный, а кто-то вообще перестает храпеть. Так что вот можете тоже попробовать вот такой вариант. Насчет храпа, да. Теперь переходим, уже к сердечку, к нашей сердечно-сосудистой системе. Правые ручки вот так вот все подняли. Так, невысоко, вот так вот, да, и вот так вот положили, как ручка ложится, и мы с вами, попали в левую ключицу. Так вот, на сердце полимедел класть нельзя, вот все сердечно-сосудистые заболевания мы лечим, кладя полимедел на левую ключицу. Что сюда входит? В принципе, входит все. Никаких ограничений нету, кроме наличия электрокардиостимулятора. Потому что, мы знаем, что это тоже определенное, когда человек перестает биться сердце, кардиостимулятор включается, то есть это тоже заряд. Поэтому непонятно, не дай бог, что совместно как-то произойдет, поэтому не рекомендуется. Если есть какие-то клапаны в сердце, если есть какие-то определенные, операции на сердце, никаких противопоказаний нету. Не очень, может быть, вот в период острого инфаркта, то не надо в постинфарктном уже реабилитационном состоянии, тоже очень хорошо. А так, это стенокардия, это плохая проводимость, это любые проблемы, и, как я сказала, же постинфарктное состояние, это плохая работа желудочков, тут весь комплекс сердечно-сосудистых проблем, весь комплекс. Что происходит в сердце, Происходит то, что сердце обогащается кислородом, вырабатывается под воздействием полимедела так необходимый сердцу гепарин, есть такой элемент у нас в крови. И самое главное, что разжижается кровь, и поэтому нашему сердечку становится легче работать. И человеку, естественно, легче становится дышать. И самое главное, что тут еще, это, конечно, профилактика гипертонии. То есть люди, опять-таки, так же, как с бронхиальной астмой, кто страдает гипертонией, кто страдает гипертоническими кризисами, обязательно с собой полимедел. И когда вы почувствовали, что все, давление поползло, вот сюда на ключицу положили, и все, и давление в течение 10-20 минут нормализуется само, как правило. И то же самое, как и с астмой, люди, кто знает, кто пьет таблетки от гипертонии, прекрасно должны понимать таблетку вечером таблетку, кто страдает тяжелыми и всякие такие тяжелые таблетки, то люди потом становятся по таблеточке, потом по четверть таблеточки, потом переходят на более уже такие щадящие лекарственные средства. То есть вот таким образом тоже идет процесс. Но это процесс и не месяца, и не 2, я хочу вам сказать. То есть это процесс длительный. Это процесс, чтобы вот так вот нормализовать давление и уйти от тяжелых лекарственных форм, это процесс где-то 4-6 месяцев и так дальше. Но, естественно, нельзя ничего обобщать, потому что все на самом деле очень индивидуально. Все очень индивидуально. Поэтому вот таких результатов сотни, и даже можно сказать тысячи, кто вот таким образом с гипертонией справился. Поэтому обязательно пользуйтесь, но ни в коем случае не самопроизвольно свои лекарственные средства, никак. Все только под присмотром, конечно, врача. Ни в коем случае не должны вы ни таблетки сами менять, ничего себе ни в коем случае отменять, несмотря на то, что будете чувствовать себя значительно легче. И кто страдает, вот такими резкими гипертоническими кризисами, опять-таки, им легче выходить на улицу, им легче уже общаться, и, естественно,
их уровень жизни, да, и как-то их подвижность тоже становится совсем как-то получше, и по-другому они себя чувствуют. Понятно, да? То есть сердце, противопоказания, только наличие электрокардиостимулятора. Дальше, пожалуйста, как вы уже там, все проблемы с сердцем, никаких противопоказаний нету. Ну, поехали дальше. Дальше это наши животики. Животики, да. Ой, с животами там тоже, ну, наверное, у всех и все, и у каждого, и вот вдоль и поперек. То есть там все, что только можно, все может болеть. Ну, это прежде всего, конечно, желудок. И 12-перстная кишка, это, естественно, если язва в какой-то, да, в форме обострения, тоже как бы не рекомендуется. Хроническая форма язвенной болезни. Пожалуйста, тут очень хорошие результаты. Вот кто не поленился, и хотя бы вот то, что касается острых гастритов, язвенных болезней, да, кто не поленился, хотя бы месяц, каждый день подержал, хотя бы ночью полимидел вот на области желудка, на области 12-перстной кишки, как правило, на год, потом забывает о том, чтобы приступы обострения язвенной болезни и обострения гастрита. Очень-очень хороший эффект. Дальше, это поджелудочная железа, тоже очень, как бы, да, дает хорошие результаты. Я уже все время рассказываю, да, приступ панкреатита, если кто-то когда-то с ним сталкивался, знает, что, в принципе, снимают его только в условиях стационара, то есть увозят на скорой капельницами. Так вот, полимидел, такой острый приступ панкреатита снимает где-то минут за 15-20. Но вот здесь вот я хочу вас предупредить, что никакие, если вы вот при таких тяжелых ситуациях, при таких тяжелых, да, острых болях, вот положите полимидел через конверт, особенно через вот такой, никакой приступ вам не снимется. Вот при таких тяжелых ситуациях просто вы должны его разорвать и голую пленку положить на область там, да, вот то, чего у вас болит. Понятно, мы все... Хочу просто еще вас предупредить, мы все с вами взрослые люди понимаем, что если мы не знаем, почему у нас болит, да, животик, то мы обязательно должны что сделать? Вызвать скорую помощь. Но куча проблем есть, которых, естественно, мы сами знаем, и мы свои состояния можем оценивать самостоятельно. И именно, конечно, только в этих состояниях, да, мы уже тогда можем смело действовать. Так вот, если мы знаем, что это у нас приступ, да, панкреатита, то мы его и можем самостоятельно в этом случае снять. Еще раз говорю, тяжелый приступ, если, не дай бог, случился где-то в дороге, все, не пожалейте эту пленку, выньте все и голую пленку положите на поджелудочную, и это вот только тогда у вас будет тот необходимый эффект. Вот через конверт, как правило, очень много людей, которые с этим столкнулись, через конверт у них приступ не снимался. Это надо тоже четко очень понимать. Что касается еще, с чем у нас связана поджелудочная железа, кто мне скажет? Правильно, с сахарным диабетом. Понятно, конечно, полимидел не панацея, да, мы уже с вами об этом говорим, и сахарный диабет полимидел не лечит. Но что делает полимидел? Он стабилизирует уровень сахара в крови. Ведь чем страшен диабет? Ну, он страшен обычно, да, человек плохо себя чувствует, не только когда у него очень повышенный сахар, а самое плохое у него состояние, когда у него скачки сахара. Поэтому тут ему хуже всего. Поэтому вот полимидел, даже если, например, он и не сильно понизит уровень